Я приветствую всех любительниц вязания на своем канале, а возможно и любителей тоже. И в этом выпуске мы с вами продолжим вязать ажурные кардиганы. Немножечко новый рисунок, немножечко новая модель. Сперва мы сделаем небольшой обзор, я покажу эту модель на себе. Далее мы с вами сделаем все необходимые замеры. Затем я предвосхищаю уже ваши вопросы, расскажу подробно о пряже. И затем мы начнем с вами вязать. Давайте внимательно рассмотрим данное изделие на модели. Ну а основная модель на моем канале это я, чтобы сориентировать вас. Мой рост 165 сантиметров, объем груди 90 сантиметров. Изделие выполнено сверху вниз. Едва уловимые погончики, видите, на них тоже расположен рисунок. Пройма вывязывается цельно, то есть у нас нет швов. То есть рукав, погон, спинка и полочки вывязываются одновременно. Так? И планочка тоже, кстати, планочка тоже. Планочка, выполненная данной резиночкой, на мой взгляд, самая удачная. Посмотрите, как она аккуратно выглядит с изнаночной стороны. В расстегнутом виде кардиган тоже очень симпатично смотрится. Давайте со спинкой покажусь вам. Так. Застегну кофточку, тоже посмотрите, как красиво, аккуратно все выглядит. Вообще, когда кардиган выполнен под горлышко с круглым вырезом и все пуговки застегнуты до самой шейки, появляется такой очень, знаете, интеллигентный вид, ну, в хорошем смысле этого слова. Итак, давайте я еще покручусь со всех сторон. Вы все это внимательно рассмотрите. И будем потихонечку уже переходить к основным замерам. Сделаем основные замеры. Значит, полуобхват груди у нас получается 47 сантиметров. Это получается у нас 94, да, даже где-то 95. Хорошо. И в длину наше изделие, ну, я уже измерила его, я вам так скажу сразу, получается где-то 63 сантиметра. Ну, тоже здесь такой момент, пряжа довольно-таки тяжеловатая, и под тяжестью, под своей, чуть провисает и удлиняется. Тоже учтите это. Вы меня часто спрашиваете, итак, какой это размер? Я не поняла, какой это размер. Девочки, вот смотрите. Вот этот объем, он сядет на 46 размер. Будет более облегающая посадка. На 44 прекрасно ляжет, будет более свободная посадочка. И на 42 прекрасно эту кофточку можно одеть, это будет легкий оверсайз. Поэтому я вам всегда даю замеры по объему груди, да? Вы же знаете ваши кофточки, какая у вас кофточка свободно сидит, какая облегает, какая вам посадка больше нравится. Ну вот отсюда и исходите. Давайте еще поближе посмотрим внутреннюю сторону изделия, как выполнена горловина. Поближе вам показала. Давайте посмотрим манжет, внутреннюю сторону. Как видите, нет никаких швов и утолщений. Обратите внимание на закрытие петель на манжетах, ну и по подолу тоже. Как выполнены петли, поближе вам покажу. Так. Погончик давайте поближе тоже рассмотрим. Так он вывязывается. Рисунок активно участвует в ввязывании погона и переходит плавно в окат рукава. Подмышечную впадину тоже рассмотрите поближе. Швов нет. Так, ну и снова я демонстрирую вам горловинку. Сразу же предвижу ваши вопросы о том, где приобреталась данная пряжа. И, казалось бы, ну, такой огромный выбор сейчас в интернете, столько всего можно найти, но все равно этот вопрос приходит и поступает. Поэтому я вас в очередной раз хочу подружить с магазином Букле, в котором эта пряжа приобреталась. Я оставлю ссылочку на магазин внизу под этим видео.
Мне очень приятно вообще и радостно похвалить этот магазин, потому что, во-первых, это огромнейший выбор, и моточная, и бобинная пряжа у них есть. Вы не наедине с этим выбором, вам обязательно помогут, подскажут, различные варианты предложат, комбинации. Девочки очень оперативно отвечают на все ваши сообщения, не надо сутки ждать ответа. Ну и самый приятный бонус – это 10% скидка, которую вы получите, если сошлетесь на меня и на мой YouTube-канал. Запоминайте, Наталья Ковалева Дизайн. Ну и прежде чем мы начнем вязать, а мы уже буквально через пару секунд начнем вязать, я хочу вас попросить поддержать мою работу и поддержать мой канал. Ставьте лайки, если вам понравится это видео, дизлайки, если вам оно не понравится, пишите ваши комментарии, пожалуйста. Если вы не знаете, что написать, напишите, из какого вы города, откуда вы меня смотрите. Я вас всех очень внимательно читаю и стараюсь всем ответить, хотя бы помахать ручкой в комментарии. Если у вас есть возможность, оформляйте подписку, становитесь спонсором моего канала. Месяц спонсорства стоит порядка $2, чуть-чуть меньше $2. Ну и, наконец, самых благодарных моих телезрительниц, нет, не телезрительниц, а просто зрительниц, я приглашаю купить этот мастер-класс. Я оставлю данные и номер своей карты внизу под этим видео. Ну что, теперь давайте вязать. Как всегда, в самом начале я вам расскажу про пряжу. Мне повезло сегодня работать с чудесной, замечательной пряжей, итальянской, бобинной. Это 100% меринос. Он намотан у нас в 5 ниточек. И общая его толщина у нас получается 300 метров на 100 грамм. Так? Спицы я использую 2,5. Вот такой вот я связала образец нашего рисуночка будущей кофточки. И в этом образце мы имеем с вами в 10 сантиметрах 21 петлю. И в 10 рядочках, в 10 сантиметрах по рядам мы имеем с вами 27 рядов. Итак, 21 петля на 27 рядов. Ну, давайте начнем. Такая у меня уже новогодняя елка тут появилась. Итак, мы набираем 58 петель. И провязываем первый ряд. Посмотрите, я провязала изнаночными петельками и расставила маркеры. Как мы их расставим? Давайте я поверну уже вот так вот, чтобы вы имели представление. Итак, вот это вот наша будущая спинка. Это воротничок по спинке, горлышко по спинке, да? Посерединке у меня стоит маркер. Давайте начнем отсчет сначала. Значит, первую петлю кромочную отделяем, ставим маркер. Дальше 10 петель, ставим маркер. 18 петель, ставим маркер. 18 петель, снова маркер. 10 петель, еще одно плечико, ставим маркер и кромочная петля. Видите? Так, давайте сразу же тоже сделаем так, чтобы сориентировались. Вот такие вот маркеры будут означать наше правое плечико, а вот такие маркеры, левое плечико, вам будет легко ориентироваться. Все, маркеры расставлены. Значит, это наш погончик правый, наш погончик левый, наша спинка будущая. И вот эти вот две кромочные петельки, из них у нас родятся две полочки, правая и левая. Итак, давайте первый ряд. Провязываем, даже я снимаю, не провязываем, я снимаю кромочную. Так. Хорошо. Дальше. Из петельки предыдущего ряда, это уже петля будет плечика нашего, провязываем лицевую добавочную петлю. Маркеры можете снимать в этот момент, но обязательно потом одевайте назад. Перебрасываю маркер. Начинается мое плечо. Первую петлю я провязываю лицевой, а дальше мы начинаем вязать рисуночек. Итак, посмотрим. Первая петля, первый значок на рисунке, 2 петли вместе, наклон вправо. Мне придется развернуть. Вот так вот. Развернула. Дальше мы вяжем 1, 2, 3, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 лицевых. Дальше у нас идет накид, накид и 2 лицевых. И 2 лицевых. Все, раппорт здесь закончился. Следующая петля, последняя петля плечика лицевая. Перебрасываем маркер
Из предыдущего ряда делаем добавочную петлю. Вот так вот. Теперь мы переходим к вывязыванию спинки. Чтобы рисуночек наш лег симметрично, ровно и красиво, нам придется после добавочной петельки, что мы сделали, первые 6 петель провязать лицевыми. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот только сейчас мы будем вывязывать с вами раппорт. 2 петли вместе, наклон вправо. Так. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Накид, 2 лицевых. Накид, 2 лицевых. Хорошо. Мы подходим к серединке спинки. Давайте провяжем еще один раппорт, и еще один полноценный раппорт. Так, 3 раппорта мы провязали. Дальше 6 петелек у нас провязываем просто лицевыми, потому что не хватает на полноценный раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Дальше начинается плечико. Из предыдущего ряда делаем прибавочку. Перебрасываем маркер. Вяжем плечо. Так, в плечике у нас первая петля лицевая. А дальше у нас получится провязать, я так рассчитала, чтобы был раппорт полноценный по рисунку. 1, 2, 3, 4, накид, 2 лицевых. Последняя петля у плечика просто лицевая. Перебрасываем маркер. Опа. Так. Мы находимся в нашей пока что полочке, состоящей из одной петли. Давайте ей добавку сделаем. Уже будет ей не так одиноко. 1. И провязали последнюю петельку 2. Все, у нас теперь на полочках по 2 петельки, да? Хорошо, что мы сделали, сейчас я вам покажу на схемке собственного изобретения. Так, в первом ряду мы добавили по петельке на полочках. Да? Это 2 петли. И мы добавили петельки на спинке. Это тоже 2 петли. Получилось, у нас наше вязание увеличилось на 4 петли. Давайте я так и запишу. По полочке и по спинке. 2 петельки плюс 2 петельки. У нас идет прибавочка. Хорошо. Давайте вязать второй ряд. Тоже пока вместе. Второй ряд у нас изнаночный. В изнаночном ряду у рисунка все петельки будут изнаночными, а в лицевой стороне лицевыми. У нас единственная с вами сложность будет это вязать дополнительные петли. Итак, снимаем кромочную. Мы во втором ряду. Провязываем изнаночную. Так, фокус. Хорошо. Вот у нас начинается первая петля плечика. Нам нужно сделать прибавочку из предыдущего ряда. Вот я ловлю. Так, видно? Вот я поймала предыдущую петлю в предыдущем ряду. Так, давайте я это уберу, а то у меня фокус сбивается. Так, и провязываю изнаночной петлей добавочку. Смотрите, у меня теперь на полочке 3 петли стало. Хорошо. Дальше я перебрасываю маркер. Я нахожусь в плечике. Все, плечо я вяжу. Все 10 петелек плечика я вяжу изнаночными петлями. Вот мой накид. Я его тоже провязываю изнаночной петлей. Так. Хорошо. Перебрасываю маркер. Мы находимся сейчас в спинке. Вот она, моя спиночка пошла. Нам нужно делать прибавку. Поэтому ловлю. Вот видите, поймала петельку. Я ее накину на эту спицу и сделаю изнаночную петлю добавочную. Вот, спинку увеличила уже на 1 петлю. Провязываем спинку изнаночными петельками. Я провязала последнюю петлю спинки, подошла к маркеру, я его не перебрасываю пока, ищу предыдущий ряд.
Вот он, нашла. И провязываю изнаночной петлей добавочку. Потом только перебрасываю маркер. Так. И вяжу петли плечика. Так, провяжем. Теперь перебрасываем маркер. Так. Ищем предыдущий ряд. Вот он, нашла. Провязываем добавочку. И у меня на этой полочке уже тоже 3 петли. Вот так вот. Хорошо. Обозначим, что мы сделали. Итак, мы во втором ряду по полочке и по спинке снова прибавили по 2 петли. Спинка увеличилась на 2 петли справа и слева. И полочки со стороны плечика подросли. Так, хорошо. Вяжем третий ряд. Тоже давайте провяжем вместе. Мы в третьем ряду. Прибавки будут сейчас точно такие же. Первая кромочная. Дальше вяжем лицевая. Лицевая. Хорошо. Находим предыдущий ряд. Делаем добавочку. Перебрасываем маркер. Первая петля рукавчика лицевая. Дальше открываем рисуночек, смотрим на раппорт. Вот наш ряд уже будет какой. Так, вяжем 2 петли вместе, наклон вправо. Дальше у нас 1, 2, 3 лицевых. 1, 2, 3 лицевых. Накид, лицевая, накид. Вот накид, лицевая, накид. И 2 петли вместе, наклон влево. Хорошо. И заключительная петля у нас лицевая. Перебрасываем маркер. Переходим к спинке. Находим предыдущий ряд. Где он у нас? Вот он у нас. Добавляем петельку. Так. И на спинке мы уже тоже можем связать с вами рисуночек раппорта. 2 петли вместе. Я их здесь 2 раппорта нарисовала для удобства, чтобы виден был переход. Итак, вяжем 2 петли вместе, наклон вправо. Так, вот эту надо будет перевернуть. Все, наклонили вправо. Дальше 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. И 2 петли вместе, наклон влево. Хорошо. Так, дальше повторяем раппорт. Сколько раз? 1, 2, 3 и 4 у нас получится связать. Хорошо, спинку я довязала. Нахожу предыдущий ряд, делаю добавочную петельку, перебрасываю маркер. Первая петля рукавчика, ну в смысле погончика пока что. И вяжем раппорт на плече, на погоне. 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 2 вместе. Хорошо, заключительная петля погона лицевая. Перебрасываем маркер, находим предыдущий ряд, делаем добавочку. Так, и следующие петельки у нас лицевые, полочка. Тоже, что мы только что сделали. Мы снова прибавили 2 петельки по полочке, 2 петельки по спинке. В четвертом ряду у нас будет, это самый классный ряд, самый замечательный ряд. Мы прибавок делать не будем. Мы сейчас просто провяжем изнаночными петлями все, что у нас есть. Угу, хорошо. Я в 5 лицевом ряду. Так, давайте тоже провяжем его вместе, хотя, в принципе, здесь большая часть повторяется. Вяжем полочку пока нашу. Так. Вот на наши 4 петли полочки. Делаем добавочку. Перебрасываем маркер. Так. Вяжем погончик. Первая петля лицевая. Давайте посмотрим по рисунку, что у нас с вами сейчас идет. Мы находимся в 5 ряду рисунка. Итак, 2 вместе. Дальше 1, 2, 2 лицевых. Накид, лицевая, накид. 1 лицевая, 2 вместе. 1 лицевая, 2 вместе, наклон
влево. И последняя петля погончика. Перебрасываем маркер. Делаем добавочку. В пятом ряду снова делаем добавку. Находим предыдущий ряд. Вот он. Сделали. Так. Дальше у нас получается, нарождается новый раппорт, но мы его пока вязать не можем. Поэтому это петля лицевая. А вот наши две вместе, которые соответствуют началу раппорта. Вяжем 2 вместе. Дальше у нас что с вами? Раз, два, 2 лицевых. Накид, лицевая, накид. Так, лицевая, 2 вместе. Лицевая, 2 вместе. Так, хорошо. Провязываем следующие. Я уже убрала со спинки маркер. Он мне нужен был для того, чтобы я симметрию рисуночка нашла. Ну, уже рисунок вывязывается, поэтому... Итак, провязываем следующие раппорты. Ну, получается у нас вот до сих пор. Я в конце спинки. Вот последняя петелька, 2 вместе моего раппорта. Да? Вот они. Эту петлю мы пока просто лицевой провяжем. И находим предыдущий ряд, делаем прибавку. Перебрасываем маркер. Вяжем рукавчик. Так, рукавчик, ну, по рисунку. Рукавчик, погончик. Хорошо. Дошли до полочки. Делаем добавочку и провязываем петельки полочки. Хорошо. 6-й ряд изнанки. Давайте пометим, подождите. Давайте пометим. 5-й ряд. 5-й ряд. Делали прибавки по полочке и по спинке. 6-й ряд изнаночный. В изнаночном ряду провязываем все петли изнаночными и делаем тоже прибавочки по полочке и по спинке. В 7-м ряду мы тоже будем делать прибавочки. Но что у нас добавится еще? У нас добавится, давайте так обозначим, горловина, горловина по переду. По переду. И у горловинки мы будем сейчас тоже с вами прибавлять петельки. С одной стороны и с другой. Давайте провяжем 7-й ряд вместе. Итак, вот моя полочка. По сути, это и есть моя горловина. Я провяжу сейчас 2 петли. Так. Кромочную и лицевую. Дальше вот таким вот скрещиванием я добавлю петельку. Вот это и есть уже одна моя добавленная петелька. Так, мы сделали накид. Дальше с рисуночком пока повременим на полочке. Провяжем просто пока лицевыми петлями. Так. Находим предыдущий ряд. Делаем прибавочку. Перебрасываем маркер. Вяжем плечико. Так, плечико у нас 7-й ряд уже. По раппорту 2 вместе, наклон вправо. Дальше что у нас идет? 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. Так, нет, не 2 лицевых. А, да, 2 лицевых, 2 вместе. И последняя петля погона. Перебрасываем маркер. Находим предыдущий ряд, делаем прибавку по спинке. Так, что у нас по спинке, давайте посмотрим. 3 конечных петельки раппорта. 1, 2, 3. Ну, ничего пока не делаем, тоже просто лицевые петли. 1, 2, 3. И вот отсюда начинается только раппорт. 2 вместе, лицевая. Накид, лицевая, накид и так далее до конца спинки. Я провязала спинку, я провязала плечико, я сделала добавочку на полочке. Посмотрите, подхожу к концу 2-й полочки, не довязываю 2 последних петли, делаю прибавочку в виде скрещивания. Эта прибавочка у нас, вот она, 2-я наша петелька по горловинке. Хорошо, 8-й ряд.
мы ничего не делаем, мы просто провязываем изнаночными петлями весь ряд. Теперь давайте провяжем 9 ряд. Пока что еще вместе. Итак, делаем прибавки по полочке, по спинке, по горловинке. Я думаю, этот принцип уже вам понятен. Давайте начнем вязать его вместе. Я покажу, где сделать прибавочку. Так, кромочная, лицевая. И вот здесь мы будем с вами делать прибавочку по горлышку. И только потом провяжем предыдущую прибавочку. Вот так вот. Все, рисуночек давайте пока не трогаем. Так, делаем прибавочку. Вяжем до конца ряда с прибавочками по горлышку с другой стороны. Вот с этой не забудьте тоже сделать прибавку. В 10 изнаночном ряду мы тоже сделаем прибавочки. По горловинке ничего не трогаем, просто изнаночные петельки. 11 ряд. Тоже делаем прибавки по полочке и спинке. По горловинке тоже будем делать прибавки. Так, я сделала прибавочку по горлышку. Дошла до плечика. И смотрите, мы с вами уже аж в 11 ряду нашего раппорта, да? После маркера первую петлю я провязала лицевой. Дальше по рисунку 2 лицевых. Вяжу 2 лицевых. 1, 2. Дальше накид. И 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 вместе, наклон влево. 2 вместе, наклон влево. И последняя петелька рукавчика. Все. Продолжаем вязать до конца ряда. Не забываем делать прибавки. И не забываем по горлышку тоже делать прибавки. Еще один момент по спинке. Девочки, у нас здесь достаточно уже петелек, чтобы начать провязывать раппорт. Но начнем его провязывать с накида. Вот этих 2 петель у нас еще толком нет. Мы только прибавили одну из них. Смотрите. Значит, вот моя прибавочка. Дальше сразу же идет накид. 4 лицевых и 2 вместе, наклон влево. И сразу же удачно начинается следующий раппорт. 2 лицевых, 2 лицевых, накид, 4 изнаночных и 2 вместе. То есть постепенно наращивайте рисунок. Если позволяет количество петель, мы наращиваем рисуночек. При этом помните, не делайте накид, если не можете провязать 2 вместе, и не провязывайте 2 петли вместе, если не получается, не хватает петелек, чтобы сделать накид. Так, 12 ряд изнаночный. Ничего не происходит, все петли изнаночные. 13 ряд, 14 ряд и 15 ряд, как вы уже догадались, будем 3 ряда подряд делать прибавочки. Так, и по горловинке тоже. 13 ряд для нас важен тем, что мы будем вводить рисуночек по полочке. Путанное дело, скажу я вам, потому что нам нужно, чтобы рисунок в итоге лег по всей кофточке равномерно. Да. Итак, 13 ряд. Давайте вводить рисунок. Начинаем с кромочной петли. Снимаем. 1 лицевая. Помним про прибавочку. Вот она. Дальше вяжем с вами 4 петли. 1, 2, 3, 4. И я обозначила булавочкой место. Я сейчас в этом месте буду начинать вязать раппорт. Да? Мы снова в первом рядочке раппорта вяжем 2 петли вместе, наклон вправо. Хорошо. Дальше 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Накид. Можем связать еще одну петельку. И делаем добавочку. Так, фокус. И делаем добавочку. Вот, мы начали вязать потихонечку раппорт на полочке. Перебрасываем маркер. Так, вернусь к вам в следующей полочке. Ко второй полочке. Я во второй полочке сделала вот моя добавочка. Дальше что мы провяжем с вами? Мы провяжем с вами вот отсюда 4 петли. 1, 2, 3,
4. Мы сделаем с вами накид. Сделаем. Хотя он относится как бы вот к этой части, да, рисуночка. Дальше провяжем 2 лицевых. И покроем наш накид, перекроем его за счет 2 вместе уже из второго раппорта. Так, провяжем 2 вместе, накид вправо, ну, правда, уже из другого раппорта. Так, ну и дальше мы с вами провяжем 1, 2, 3. Делаем добавочку за 2 петли до конца. Помните, да, по горловинке. И 2 кромочные. Вот так вот. Ну, 14 ряд изнаночный. Провяжем, да, не забывая делать прибавки по полочке и по спинке. Итак, мы с вами в 15 ряду. Давайте буду помогать вам с рисунком. Первая кромочная, вторая лицевая. Дальше делаем вот эту прибавочку. Помним, да? У нас горловинка будет с вами красивая, надеюсь. А дальше, смотрите, девочки. Вот эта петелька – это конец раппорта. Вернее, начало нового. А вот это конец предыдущего. Мы сейчас с вами находимся, напоминаю, в 3-м ряду раппорта. Значит, конец будет выглядеть вот так вот. 2 петельки вместе, накид, лицевая. Здесь вот будет накид, лицевая. А второй накид мы пока не сможем сделать, потому что вот эту петлю у нас пока нет места провязать. Поэтому, значит, вяжем еще 3 петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Делаем 2 вместе, наклон влево. Так. Хорошо. И дальше начинаем новый раппорт. 2 вместе, наклон вправо. Так. 3 лицевых. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. Накид, лицевая. Так, накид. Смотрим, 2 вместе получается у нас дальше провязать? Получается. Вот они, наши красотки. 2 вместе. Хорошо. Дальше петелька. Ну, пока мы ее не трогаем, потому что вот будем сейчас делать прибавочку. Их пока не трогаем. Вот. Хорошо. Вот так вот выглядит сейчас наша полочка. Так, вяжем ряд. Пойдемте ко второй полочке, помогу вам со второй. Я во второй полочке, вот моя добавленная петля. Следующую провязываю лицевой. Дальше начинаю раппорт. 2 вместе, наклон вправо. 3 лицевых. 1, 2, 3. Подошли как раз к накиду. Накид, лицевая, накид. Так. И провязываем 2 вместе, наклон влево. Вот, у нас полноценный один раппорт уже здесь есть. Дальше давайте посмотрим. Если я начну вязать второй раппорт, да, и провяжу сейчас тоже 2 петли вместе, то смотрите, у меня для накида, ну, не хватит места. Мне здесь прибавочку надо. Хотя давайте попробуем. Давайте попробуем. Итак, 2 вместе. Фокус. 1, 2, 3. Так, но мне надо будет тогда 2 накида здесь делать, да? Видите, не получается немножечко. Не получается. Давайте тогда оставим пока второй раппорт. Провяжем 1, 2, 3, 4, 5. Делаем добавочку по горлышку. Напомню, вот она, да? Вот она. И 2 крайние петельки. Все. Потом в следующем ряду у нас здесь уже будет получаться вязать раппорт, я думаю. Дальше мы работаем по схеме 16, 17, 18, вплоть до 22 ряда, потихонечку наращивая рисунок. И я остановлюсь на 23 ряду, чтобы вот что вам показать. Дело в том, что наша горловинка потихонечку будет приобретать сейчас вот такое вот закругление. Да? Давайте я вот так вот расположу. Как, конечно, это все корявенько еще выглядит. Да? Итак, то есть вот мы делали прибавочки в каждом втором ряду. Вот они, да, по одной петле. А теперь давайте мы будем делать прибавочки по 2 петли. И мы их будем делать уже не накидами. Мы их будем с вами делать... Так, у нас получится набрасывать петельки мы будем. Ну вот здесь, давайте так, в предыдущем, в конце 22 ряда,
конце 22 ряда. Давайте мы сделаем 2 вот таких наброса. Раз, два. Вот, мы добавили 2 петли. Но запишем эти 2 петли в 23 ряд. Так, значит, здесь у нас по схемке прибавки, а здесь будем уже по 2 петли у горловинки прибавлять. Так, вот я разверну. Так. Мы все это потом спрячем, всю эту красоту, скажем так. И будем вязать сейчас вот таким образом. Значит, раз, два. Так, здесь у нас изнаночная получилась. Давайте чуть переделаем ее. Я ее переделаю на лицевую. Вот так вот. Так, раз, два, три. Давайте посмотрим, что у нас по раппорту получается. Так, мы сейчас с вами 4-5 провязали. Мы сейчас с вами в 11 ряду раппорта, да? И у нас, давайте сориентируемся. Да, собственно, все лицевые пока вяжем, и все тут. Ничего пока не сделаешь. Так. Ага. Делаем, давайте делаемте с вами, сделаем где. Получается вот здесь вот накид. Так, ну вот посчитайте. 2, 4, 6, 7 накид. 4 лицевых. Раз, два, три, 4. И вот я подошла 2 вместе. Все, я угадала. Вот они, 2 вместе. Хорошо. Так, ну вот такой момент. У второй полочки тоже сейчас вместе прибавим 2 петельки. Вяжем рядочек, делаем прибавки по спинке по полочке, соблюдаем рисунок. Встретимся вот здесь вот. Вот я в конце второй полочки. Я тоже набросами делаю 2 петли. Раз, два. Вот они, 2 мои красавицы. Вот. По горловинке по 2 петельки добавились. Разворачиваемся. Так, вяжем изнаночный 24 ряд. В 24 ряду ничего не будем делать. Так, девочки, в конце 24 ряда я накинула тоже 2 петельки, да, по пройме. Но я их запишу, чтобы нам не путаться с вами, я их запишу уже в 25 ряд. Да? Пускай они уже к 25 ряду относятся. Так, а здесь продолжаем пока делать прибавки. Посмотрите, как мы свяжем с вами 26 ряд. Мы в этом ряду не будем делать, это изнаночный ряд, мы не будем делать прибавочки по полочке и спинке, потому что мы потихонечку уже с ними заканчиваем. Так, по горловинке мы тоже ничего не сделаем. А вот в 27 ряду мы сделаем последние прибавки по полочке и спинке. И дальше начнем делать с вами новый этап. А по горловине мы сделаем последнюю прибавку. Нет, вру, она не последняя будет. Мы прибавим сейчас с вами по 3 петли. Потом будем прибавлять уже петли планки. Ну, пока вот так вот. Давайте закончим этот этап 28 рядом, изнаночным рядом. В нем не будет никаких прибавочек. И на данном этапе у нас должна получиться следующая картинка. По спинке мы должны иметь 76 петель. Погончики по-прежнему 10. Наши полочки доросли до 36 петель. Давайте покажу, как это выглядит у меня на спицах. Так. Ну, вот такой вот пока что круг. Вот мои полочки, нарастающая горловинка. Сейчас будем вязать новый этап. Послушайте внимательно, что мы будем делать дальше. Следующие 7 рядов подряд. По полочке и спинке, то есть прибавочки по эту сторону и по эту сторону погончика закончились. Мы теперь будем делать прибавки внутри рукава, то есть внутри погона, вот в этом месте, с краешку, слева и справа. Так, что касается горловинки, мы сделаем последнюю прибавку по 10 петель. Это будет наша будущая планка. Итак, вот я их уже сделала. Прибавочка моя из 10 петелек. Так, у меня уже провязались 4 полноценные раппорта. Раз, два, три, 4. И вот я подошла к новому виду прибавок. Вот 2 последние мои петли полочки. Они у нас вне раппорта находятся сами по себе. Одну из них мы провязываем, вторую тоже провязываем, перебрасываем вот так вот маркер. Так, давайте провяжем еще одну первую петельку рукава. И вот здесь вот внутри мы сделаем прибавку.
Дальше провяжем раппорт рукавчика. Так, у нас получается с вами 5-й ряд по раппорту идет. Так, в 5-м ряду 2 вместе, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе. Так, а дальше смотрите, тоже делаем добавочку и только потом завершающую петлю рукавчика. Так, и здесь 2 петли давайте провяжем. Вообще можно эти прибавки делать, знаете как, не с последней, не с первой и последней петли рукава, а из последней петельки полочки и из первой петельки спинки, да? Чтобы у нас такая равномерная было такое расстояние, границы, скажем, между рукавом и полочкой и спинкой. Давайте на примере второго рукава покажу вам, где, наверное, все же лучше будет делать прибавки внутри рукава. Итак, вот моя спинка довязанная, я подхожу ко второму рукавчику. Так, провязываю 2 петли, они у нас вне раппорта, просто будет граница между спинкой и рукавчиком. Дальше, смотрите, перебрасываю маркер, и добавочку для рукава я делаю вот из этой петли, из последней петли спинки. Так, дальше провязываю рукав. Ну, пока что это наше еще плечо. Так, 2 вместе. Дальше провязываю последнюю петлю рукавчика, она у нас тоже вне раппорта, и добавку делаю вот из этой петли. Так, вот она петелька из первой петли уже по полочке. Потом только я перебрасываю маркер и провязываю, значит, первые 2 петли полочки, они у нас вне раппорта, и пошли вязать раппорты. Так, провяжем сейчас раппорты полочки и прибавим 10 петелек планки. Итак, мы таким образом сделали 2 прибавочки у одного рукава и 2 прибавочки у другого. Изнаночный ряд, 30. Мы должны сделать то же самое. Горловинку мы уже все, больше не трогаем. Мы прибавили все, что нам было нужно. Так, будем прибавлять сейчас в каждом ряду. Давайте я в изнаночном покажу, как это делается. Вот моя полочка. Так, вот я довязываю ее последнюю петлю, перебрасываю маркер и прибавочку я делаю. Все-таки я решила вот из петлей полочки и спинки, вот отсюда. Вот так вот. Все, провязываю рукавчик до конца. Подошла к концу рукава, довязываю последнюю петлю, перебрасываю, маркер еще не перебрасываю, делаю добавочку из петельки, которые уже к спинке относятся. Вот так вот. Потом только перебрасываю маркер и вяжу спинку. На втором рукаве делаю то же самое. У нас с вами будет формироваться сейчас, вот это вот расширение пойдет, будет формироваться окат рукава. Давайте 31 ряд провяжем с вами вместе, потому что помогу вам начать вывязывать планку для пуговиц и для петелек под эти пуговицы. Итак, первые 10 петель это наша планочка. Первая снимаем. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2, 4, 6, 7. Лицевая, изнаночная, 9 и последняя петля лицевая. Вот это петли планки. А здесь знаете даже что? Здесь даже можно одеть маркер нам с вами. Так, одели маркер. Дальше. Следующая петля всегда будет изнаночной. Эта петля отделяет планку от основного рисунка. Дальше у нас одна лицевая петля. Она не относится ни к раппорту, ни к чему. Тоже такая граничная, разделительная, пограничная петелька. И дальше мы вывязываем раппорт. Так, свет вернулся. Так, раппорт, да? Вяжем. Мы сейчас с вами находимся. Дайте-ка я найду. Раз, два, три. Получается в 7-м ряду раппорта.
Ну, давайте провяжем, начну с вами. 2 вместе, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2 вместе, наклон влево. Все, на полочке у нас с вами будет 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. Так, дальше мы с вами делаем прибавочки по рукавам. И когда подойдем к полочке, я ее с вами вместе провяжу. Я подошла ко второй полочке. Я провязала 4 раппорта. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Дальше я вяжу лицевую пограничную петельку. Дальше я вяжу изнаночную пограничную петельку. Они всегда будут такими. То есть в изнаночном ряду, да, мы будем ее вязать лицевой. Угу. Дальше давайте я одену тоже маркер, чтобы всегда видеть петли планки. Так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Лицевая будет первая. Лицевая, изнаночная. Лицевая. Так, ну пока что так, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И последнюю петлю мы снимаем. Как в изнаночном ряду будем вязать планку. Давайте тоже покажу. По ту и другую сторону. Ну, я имею в виду и на этой полочке, и на этой полочке. Давайте посмотрим, как вяжется планка. Первую петельку снимаем. Дальше у нас идет изнаночная. Мы ее снимаем, нить перед петлей. Лицевой провязываем. Снова снимаем, лицевой провязываем. Изнаночную снимаем, лицевой провязываем. Вот так вот. Все. Дальше снимаем маркер. Эта петелька пограничная. Вставляю ее лицевой. Дальше у нас петля тоже такая пограничная, но это уже не важно, потому что мы в изнаночном ряду, все петли будут изнаночные. Так, это у нас будет с вами уже какой ряд? Так, где мой карандаш? Это уже у нас будет 32 ряд, да? Изнаночный 32 ряд. Все, мы продолжаем работать в 33 ряду, в 34 и в 35. Ой, пятом. Мы будем делать прибавки. Планочку вяжем по рисунку, да, как я только что показала. Давайте еще вторую планочку тоже свяжем вместе. Пограничная петелька, помните, да? Лицевой оставляем ее. Изнаночные снимаем нить перед петлей. Лицевые провязываем. Хорошо. Так. И давайте в лицевом ряду посмотрим, что у нас получается с вами. Напомню, как вязать лицевой ряд у планочки. Лицевая как лицевая. Изнаночная петелька изнаночной. Так. 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 Вяжите здесь свободненько, что у вас ничего не стягивало. Так, планочка у нас вырисовывается. Продолжаем работать с вами. Когда вы провяжете эти 7 рядов, у нас должна получиться вот такая картина. Проверьте. По спинке 76 петель, по рукавчикам будущим по 24, по полочкам 46. Следующий этап у нас представляет собой вот что. Мы продолжаем набирать объем рукавов. Полочки и спинки мы пока не трогаем. Они у нас практически готовы. Ну, нет, не готовы, конечно же. Чуть дальше будем с ними работать. А по рукавчикам, смотрите, если мы с вами делали набор... Видите, у нас окат уже вырисовывается. Вот он. Если мы делали сейчас с вами прибавочки, набор дополнительных петель в каждом ряду, вот они, видите, в каждом ряду, то сейчас мы этот набор чуть-чуть сбавим темпы и будем набирать через ряд. То есть наша линия не такая вот крутая пойдет сюда, она будет наклоняться чуть вот в эту сторону, да, принимать форму оката. То лекало рукава представляет, наверняка вы представляете. Вот, мы ее чуть-чуть будем сейчас делать не такой крутой. Сейчас я провяжу 36 ряд, это изнаночный ряд, у нас здесь нет никаких прибавок, и покажу вам красивый круг, как это выглядит. Вот такая красота у нас уже получается.
Так, ну вот здесь вот рисуночек чуть-чуть подтягивает нас вверх, вот эти точки, да, видите, за счет накидов. То есть, когда мы вывязываем подобные рисунки, ну, надо быть готовым к таким рельефным краям, но мы потом все это откорректируем с вами привязанным воротничком, да, горловинкой. Мы все это сделаем потом красиво, поэтому пусть пока вас это не смущает. Итак, вот наша планочка, наше горлышко. Да? Здесь мы будем привязывать потом горловинку. Вот наши расширенные погончики. Вот погончик шел, и вот он расширился. Так, и то же самое, смотрите, с этой стороны. Погончик идет и на расширение. Так, хорошо. Привет, мои дорогие! Я снова с вами в кадре. Давайте сделаем примерку. Я в каждом видео призываю вас делать примерки, потому что потом будет очень обидно распускать. Да? Надо убедиться, что каждый этап выполнен, вас все устраивает, и можно продолжать вязать дальше. Итак, давайте примерим нашу кофточку. Рукавчик наш. Вот за счет рисунка, может быть, не так хорошо видно. Вот он, наш окат идет. И нам его, по сути, расширять дальше уже не очень-то и надо. Мы добились очень хорошей ширины оката. Мы дальше, нам надо будет дойти с вами до более низкой точки, до подмышечной впадинки, да? Но мы с вами уже так активно его расширять не будем. Мы будем идти вниз, но будем расширять его более спокойными темпами. То есть наши прибавки сейчас будут идти уже в каждом третьем ряду, если вы догадались, да? Но в целом неплохо. Вот наш погончик. Давайте вязать дальше. А вот дальнейшая схема, девочки. То есть, смотрите, здесь у нас в каждом втором ряду прибавочки, а здесь у нас в каждом третьем. Видите, 2 рядочка пропускаем, в третьем прибавляем. Только внутри рукава. Полочку и спинку мы не трогаем. Расширяем пока рукавчик. Так ненавязчиво, практически незаметно, но еще расширяем. И смотрите, когда мы придем с вами в 57 ряд, так, здесь прибавок у нас нет. Так вот, я здесь. Мы с вами будем вязать петельку для пуговки. Так, будьте внимательны, вязать мы ее будем с вами вот на этой полочке. Давайте сориентирую вас по рядочкам. У меня здесь, считаем вместе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 протянутых чего там, петель, получается 26 рядов, да, в общей сложности. Ну, посчитайте эти крупные петельки, легко будет вам сориентироваться. И вот в этом месте, вот в этом, вернее, мы сейчас будем с вами делать петлю. Значит, 57 ряд. Вяжем, 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 вяжем наш рядочек, оказываемся в конце, и я вам покажу, что будем делать. Вот я подошла к концу 57 ряда. Итак, планочка, петелька, да, нас интересует. Я провязываю 1, 2, 3. Так, и давайте провяжем 4 и 5. 5 петель планки. Развернемся, развернемся и провяжем изнаночный ряд. Изнаночный ряд у нас будет 58, в нем будем делать прибавки, да? Так, хорошо. И когда в 59 лицевом ряду мы снова подойдем к этому месту, я покажу, что делать дальше. Я вернулась к планочке, к тому месту, где мы делали петлю. Так, давайте провяжем нашу разделительную изнаночную, перебросим маркер. Дальше мы вяжем с вами по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Хорошо. А дальше мы делаем с вами 2 накида и продолжаем вязать вторую часть планки. Так, по рисунку это у нас изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная. Разворачиваемся. Давайте провяжем сейчас только 5 петель первых. 1, 2. По рисунку мы снимаем изнаночные. 3, 4. А вот эту лицевую мы провяжем с вами одновременно с накидом. Так, вот наш накид. Вот так вот. Вот, провязали. Разворачиваемся. Снова вяжем. Так, первую снимем, она у нас как бы кромочная сейчас будет.
Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все по рисунку планки. Разворачиваемся. Хорошо. Так, изнаночную мы снимаем, да, петелька перед, ниточка перед петлей. Лицевая, изнаночную снимаем. И смотрите, вторая лицевая петля, мы ее тоже вместе с накидом, оп, провязали. Все, дальше вяжем по рисунку. Объединили снова две части. Объединили. Все, можно продолжать вязать. Опа, смотрим, а вот и петля для пуговки. Ку-ку. Все, отлично. Следующую петельку мы с вами будем начинать. Так, сейчас сориентируюсь, скажу вам, когда будем начинать следующую петельку. Вяжем этот этап, продолжаем по нашей схемке до 61 ряда. Таким образом, мы сделали с вами 4 раза прибавочки в каждом третьем ряду и провязали, сколько у нас пока, 11, да? Нет, 12 получается рядов, да? 6 и 6, 12 рядов провязали. Хорошо. Я к вам вернулась, снова в кадре. За окном уже поздний вечер, а я все работаю. Итак, давайте посмотрим, что мы имеем на данный момент. Смотрите, вот наш рукавчик. Он дошел уже до того места, когда нам пора уходить внутрь, под ручку, вот сюда вот. И полочку нашу тоже пора уводить вот сюда вот, в подмышечную впадинку, да? То есть на данном этапе, начиная с этого момента, мы будем с вами расширять и полочку, и спинку, и рукавчик. Прибавки петель будут везде, потому что нам нужно уйти в подмышечную впадинку. Вот сюда, вот сюда. Хорошо. Здесь у нас все неплохо. Здесь все под контролем. Так. Ну, всегда вот что мне нравится, это мне не втерпешь обработать уже изделие, постирать его, высушить, когда пряжа примет свое комфортное уже свое положение, раскроется полностью. И вот такой вот пока что еще гаденыш, гадкий утенок, когда все корявое, петельки еще корявые, они выпрямляются и становятся красивыми. Все, можно вязать дальше. Дальше у нас идет работа по следующей схеме. С 62 по 78 пока что изнаночный ряд. А 78 ряд, девочки, мы его довяжем с вами только до конца спинки. Итак, смотрите, вот моя спинка. Я довязала ее до конца. Вот начинается уже мой рукавчик здесь. Так. И рукав я не трогаю. Я разворачиваюсь. И сейчас я буду вязать только спинку. Только спинку. А далее мы с вами будем вязать только спинку. И будем прибавлять в каждом втором ряду только по спинке петельки с левого и правого края. И сделаем мы таким образом с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6 прибавочек. Да? Смотрите, что у меня получилось в итоге. Так, вот моя спинка с одной стороны. Вот они, мои прибавочки идут. Это уже петельки рукавчика. Да? Я их перенесла на отдельную леску. Так, и вот моя спинка с другой стороны. Видите, спинка стала длиннее других деталей нашей кофточки. Мы находимся с вами в последнем 90-м ряду, в изнаночном ряду. Вот он, смотрите, я его провязала по спиночке и остановилась. Дальше смотрите, что нам нужно сделать. Все, рукавчик у нас уже будет отдельно. Нам нужно соединить спинку и петли полочки. Так, вот видите, у меня полочка тут лежит. Мы будем сейчас с вами делать так называемый подрез. Да? Мы не плоские, тело наше не плоское. Нам нужно поэтому здесь такое расстояние некоторое провязать. Сколько мы петелек наберем? Давайте посмотрим. Итак, вот наш заканчивается раппорт 1. Нам же нужно, чтобы полотно по рисунку шло красиво дальше вниз. Цельно. Так, 2, 4, 6, 7 петель у меня здесь. Так, здесь у меня, давайте посмотрим. Вот заканчивается раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Полноценный раппорт получился, по-моему. А, нет, 9. Смотрите внимательно. 2, 4, 6, 8, 9 петель. Одна лишняя, да? Значит, здесь одна петелька. Ну-ка, здесь еще раз давайте посмотрим. 7. Ага, получается полноценный, значит, раппорт уже есть. Здесь 7 петель, здесь одна. Значит, давайте наберем с вами еще один раппорт. У нас получится 8 петель. И объединим спинку и полочку. Петли я буду набрасывать на спицу следующим образом. 1, 2, 3
и так далее. 8 петель. А дальше я присоединяю петли полочки. Девочки, если вы где-то ошиблись, и у вас тут по раппортам чуть меньше или чуть больше петелек остается, ничего страшного. То есть доберите, посчитайте необходимое количество, чтобы у вас ровное количество петель было для, для раппортов. Да? Ну, то есть 16 петель здесь набирать слишком много для подреза. 8 самое то. Если 9 надо, наберите 9. То есть для того, чтобы все вписалось в раппорты. Все, и дальше мы вяжем с вами петли полочки. Изнаночный ряд у нас. Затем мы развернемся и проделаем то же самое с другой стороны. Подрез второго рукавчика сделаем. Петли рукавов у нас уже все отдельно расположены. Мы ими займемся чуть позже с вами. Дальше мы вяжем с вами все единым полотном. Вяжем, 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 вяжем. Давайте я покажу. Следующую петельку мы будем делать с вами. Так, надо перевернуть, потому что мы сверху вниз. Вот смотрите. 2 протянутые петли составляют петлю одну для пуговицы. А дальше мы провязываем 12 протянутых петель и начинаем вязать следующую петлю. Так, снова петля для пуговицы, видите, состоит из 2 протянутых. И дальше снова 12 протянутых петель. Итого это 24 ряда, да? Потому что одна протянутая петля соответствует 2 рядочкам. И делаем следующую петельку. Так, дальше у нас получается сколько? Давайте, значит, на воротничке у нас здесь будет 1 петелька, 2, 3, 4, 5. Смотрите, после 5 петли я провязала. Так, ну у меня как раз получается, я тут и с раппортом все соединяла. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 протянутых петель. И я начала вязать резиночку. Резиночка вяжется точно так же, как планочка для пуговиц. Единственное, здесь между раппортами и резинкой, вот здесь я еще провязала ряд лицевых, и, по-моему, ряд изнаночных еще развернулась. Ну, в общем, так, немножечко отделила. Нет, по-моему, смотрите, 1 ряд лицевых я провязала, и все, и начала потом вязать резинку. Так, ну и смотрите, получается, между этой петелькой и этой вновь 12 протянутых петель, петля для пуговицы. Сколько тут? 1, 2, 3, 4 рядочка, и все, и закрываем петли. Ну, или как вы умеете, или если вы хотите, как я. Так, ну я уже не стала в этом мастер-классе показывать. Девочки, включите, у меня голубая есть кофточка бирюзового такого цвета морской волны. Тоже я ее вязала сверху вниз, там я подробненько показываю. Знаете как? Нет, я вам сейчас на горловинке покажу, как я закрывала вот таким вот образом петли. Теперь давайте вязать рукав. Вот 1 рукавчик я уже связала, посмотрите, да, в готовом виде его. Вот что у нас происходит в подмышечной впадинке. Да? Итак, вот мой рукавчик идет на заужение. Итак, что мы делаем? Мы оставляли петельки рукава на спице. У нас немножечко удлинилась по спиночке пройма. Да? Мы подрез с вами набрали здесь несколько петель. Берем ниточку новую. Этот момент у многих вызывает вопросы, поэтому показываю. Беру ниточку. Вот внутрь ее определяю сюда. И начинаю вот этой спицей набирать недостающие нам петли. Не набирайте сильно часто, лучше реже, чем чаще. Сборки нам не нужны. Так, ну вот я предлагаю вот сюда ввести спицу, набрать петлю. Следующую вот сюда. Так, здесь вот ниточку можно было чуть подлиннее. Вот так вот я подтяну оставить. Так. Дальше у нас набор петелек соответствует вот каждому столбику, да? Потому что здесь, в принципе, это логично. Был набор петель. Так. Но вот в этой зоне здесь не чистите. Не надо слишком часто и много нам их. Нам, наоборот, надо подсобрать. Она и так сильно растягивается, это место. Поэтому я набираю, ну вот так вот. Вот так. Вот по этой линии иду и через петлю набираю. Так. Так вот. Дальше, смотрите, раппорт начинается у нас вот с этой петли. Вот видите? Вот эти мы 3 петельки добавили, но их в раппорт пока еще не вписали. Поэтому пока их просто тоже провяжемте, давайте. Так. Дальше я смотрю, в каком рядочке раппорта я нахожусь. 1, 2, 3 накида у меня уже есть. 3 накида, это будет вот они. 1, 2, 3. Значит, я нахожусь в 7 ряду сейчас. Да? Буду вязать 7 ряд. Я провязала вот петли рукава и почти круг я уже провязала. И смотрите, вот мой последний раппорт заканчивается.
Вот эти вот петельки набранные, я их пока провяжу, давайте тоже лицевыми. Просто лицевыми, а потом уже буду добавлять раппорты по эту и по эту сторону. Итак, вот я их провязала лицевыми пока что просто. Далее у нас идет ряд. Видите, у нас накиды. Получается, это будет 8-й ряд. Мы сейчас в круговой вязке, поэтому вязать будем все петельки лицевыми. Так, один круг провяжем лицевыми, чтобы у нас таких накидов открытых не было. Да? Все, вяжем. Я примерно посерединке расположила маркер. Так, это то место, где у меня будет примерно проходить. Ну, сейчас даже его, наверное, вот чуть переставлю. Вот больше вот в эту точку мне хочется, потому что вот подрез. Вот ближе здесь вот я сейчас его поставлю. Смотрите, между последним раппортом и первым, давайте так, у меня оказалось вот здесь вот петелек как раз хватит на 3 раппорта. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Как раз. Я не планировала, но так срослось, так получилось. Поэтому я провяжу сейчас, буду вывязывать 3 раппорта, начиная, правда, уже с 9 ряда, да, потому что мы остановились в 9 ряду. Если у вас так не получилось, то оставьте вот в этом месте подреза, провяжите, например, здесь раппорт у вас выйдет один, здесь выйдет раппорт, а эти петли оставьте просто лицевыми, если у вас не получается провязать ровно 3 раппорта. Потому что мы сейчас будем заужать рукавчик, и мы от этих петель будем избавляться. Как мы будем заужать рукав? Сейчас покажу. Так. Вот мой второй рукавчик идет. Смотрите. Ну, я так заужала, старалась, чтобы минимально это было в рисунке видно. Это, конечно, непросто. Если вам это трудно, то оставляйте просто лицевые петли. Значит, в каждом 6-м ряду я по одну и по другую сторону воображаемого шва, как бы вот он у нас, здесь проходил бы шов, по ту и другую сторону я убирала по одной петле. Я провязывала 2 петли вместе, да? По одну и другую сторону. В каждом 6-м ряду, напоминаю. Убавлять петли мы продолжаем до тех пор, пока у вас на спицах не останется 7 раппортов. Вот здесь у меня 7 раппортов. 7. И смотрите, мы вяжем уже эти 7 раппортов до тех пор, пока, давайте я сориентирую со своей длиной рукава, у меня вот таких вот раппортов, да, по высоте, начиная от самой шейки, да, от погончика. И вот мы пошли вниз по рукавчику, их 15. 15, так, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ой, ушла, 15. Хорошо, и когда мы провязали это все с вами и закончили вязать последний раппорт, так, вот я провязала, провяжите еще один рядочек просто лицевыми петельками. А вот теперь мы будем вязать манжет. Чтобы связать манжет, нам нужно еще сократить количество петель, еще сделать их чуть меньше, сделать его количество чуть меньше. Для этого, смотрите, мы начинаем вязать резинку и одновременно убавлять петли. Лицевая у нас будет протянутая петля, мы ее снимаем нить за петлей. Так, я обозначила это как начало отсчета рядочков. Следующая петля изнаночная провязываем. Дальше снова лицевую снимаем нить за петлей. А дальше мы провяжем с вами 2 петли как изнаночные. Таким образом мы на 1 петлю сократили число петель для манжета. Дальше снова лицевую протягиваем, изнаночную провязываем. Снимаем, будет протянутая петля. А дальше 2 петельки вместе провязываем изнаночной. И вяжем так весь круг. Весь ряд. Ну и в конце рядочка, смотрите, я тут немножечко подгоняю уже петли, чтобы у меня чередовались в итоге. Лицевая, изнаночная. Пусть будет лицевая и изнаночная. Все, второй ряд резинки, второй ряд манжета. Так как мы вяжем его по кругу, она чуть иначе вяжется. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Все, вяжем второй ряд резиночки. Хорошо, второй ряд провязан. И в 3-м ряду мы делаем то же самое, что и в 1-м ряду резиночки. Итак, повторяем, протягиваем лицевую петлю нить за петлей, изнаночная. Снова снимаем, будет протянутая петля, изнаночная. Все, и чередуем эти ряды,
пока не свяжем манжет необходимой высоты. Когда манжет необходимой высоты провязан, вы можете закрыть петельки как умеете, как знаете, а можете сделать так, как это делаю я. Для этого давайте провяжем 2 рядочка особым образом. В первом ряду лицевые петли будем провязывать, изнаночные снимать нить перед петлей. Так, вот я лицевые провязываю, изнаночные снимаю. А во втором ряду давайте сделаем наоборот. Мы лицевые петли будем снимать, нить оставлять за петлей, а изнаночные провязывать. Лицевую снимаю, нить за петлей, изнаночную провязываю. Все, провяжем так второй ряд. Можно провязать еще 3 и 4, точно так же, как 1 и 2, но это не обязательно, достаточно вот этих 2 рядов. Дальше я отрезаю нить, ну, отрежьте сантиметров 70 на манжетик, вставляю ее в иголочку, делаем дальше. Так, давайте маркер уже снимем, он нам не нужен. Я пока вот эту петельку первую лицевую приспущу и придержу ее, потому что начинаем мы работать с изнаночной. Изнаночную петлю я разверну и слева направо введу иглу. Опа, так. Дальше я ловлю вот эту лицевую, которую я придержала, ввожу иголочку в нее и одновременно в следующую лицевую петлю справа налево. Так. И затем снова в изнаночную, тоже справа налево. Все, эти петли можно снять. Давайте еще раз. Изнаночную петлю разворачиваю. Вот так она должна смотреть. Слева направо ввожу иглу. Далее в предыдущую лицевую, вот она. И в последующую лицевую. И снова в изнаночную. Все, повторяем эти движения. Работаем так с петлями весь ряд по кругу. Я закрыла все петли. Посмотрите, какой аккуратный получился манжет. У нас фабричный край. И вот эти 2 последних рядочка, они позволяют нам сделать более плотненький манжетик. Не будет растягиваться он, потому что это место у нас подвержено наибольшему растягиванию, да, манжет, а он у нас будет плотненьким здесь. Теперь пойдемте к горловинке. Наша горловина будет обвязана, да, и она немножечко у нас здесь растянута в этом месте. Нам надо будет ее чуть припосадить, и мы будем сейчас набирать петли по периметру горловинки. Как мы это будем делать? Смотрите, одну петлю я протягиваю, а после протянутой петли я делаю накид. То есть у меня петель будет в 2 раза больше, чем мне нужно на первом этапе. Снова смотрите, я протягиваю одну петлю и делаю накид. Снова протягиваю и делаю накид. Лучше, если набирать вы будете петли, лучше реже, чем чаще. Ну, нужно поймать вот эту вот частоту, потому что нам и сборка не нужна, чересчур много петель не надо, и слишком мало петель нам тоже не подойдет. Поэтому, ну вот я через одну петлю делаю набор в этом месте, через одну. Вот смотрите, вот была петля, теперь вот здесь вот. Вот так вот даже. Все, набираем. Теперь мы разворачиваемся. Это будет наша изнаночная сторона. Так. И как мы вяжем? Первую петлю снимаем кромочную. Следующую снимаем нить перед петлей. Наш накид провязываем как лицевую. Протянутую петельку снимаем, нить перед петлей. А то, что был накид, провязываем лицевой петлей. Все, давайте провяжем так весь ряд. В следующих рядах делаем то же самое. Те петельки, что у нас по ту сторону, мы их снимаем, нить перед петлей. А те, что ближе к нам, вот петля поближе к нам, мы ее провязываем лицевой. Да? Снова петлю снимаем, та, что дальняя, она будет по этой стороне у нас формировать стеночку. Эту петлю провязываем. Все, давайте провяжем так несколько рядочков. Я провязала несколько рядов. Посмотрите, у меня получилось 1, 2, 3 с этой стороны и 1, 2, 3, наверное, 4 с этой стороны. Почему так? Потому что нам нужно провязать в следующий раз ряд обязательно с лицевой стороны. И ряд это будет, ну, не совсем обязательно, но так будет аккуратнее просто. В последующем для вывязывания резиночки вот такой вот. Так, и мы сейчас с вами сделаем вот что.
первую петлю снимаем, а дальше попарно мы будем провязывать все петли изнаночные. Так, подхватывать я их буду сзади, за заднюю стеночку. Так, вот так вот. Так, нет, перевернулась эта петля у меня. Нет, нет, нет. Давайте еще разочек. Вот эту петлю нам нужно, чтобы она вот так вот смотрела. Придется разворачивать. И только потом изнаночная. Вот так вот. Снова давайте вот эту петлю развернем. Вот они, две, подготовим их. Так. И провяжем изнаночной. Другой вариант. Провязать этот ряд не изнаночными, а попарно лицевыми. Так, вот так вот. Да? И таким образом мы придем с вами в том и в другом случае к нужному уже количеству петель. Мы сократим их в 2 раза и уже сможем вязать с вами резиночку, основной рисуночек резинки, планочки, да, и основной фрагмент нашей горловинки будет связан ею. Вот, поэтому как желаете, либо изнаночными, либо лицевыми. Итак, я провязала все-таки лицевыми петельками по 2. А в следующем ряду, это у нас изнаночная сторона, мы начинаем вязать уже рисунок планочки, рисунок резинки. Первая петля у нас будет кромочная, да? Следующую петлю мы будем снимать и протягивать, чтобы на лицевой стороне она была лицевой. Так? А эту петлю мы будем провязывать лицевой. Снова снимаем нить перед петлей, лицевая. Снимаем, лицевая. Ну а лицевой ряд вяжем так же, как вязали лицевой ряд в планочке. Да? Провязываем все петли лицевыми и изнаночными. Я провязала несколько рядов, да, нашего воротничка. Ну, буквально тут сантиметр-полтора. Далее в изнаночном ряду, в той планочке, где у нас петли для пуговиц, да, не перепутайте, что мы будем делать? Оставим недовязанными, сколько, 7 петель. Вот они, 7 петелек. И давайте закроем таким вот способом, изнаночными петлями закроем 3 петли. 1, 2 и 3. Таким образом мы начинаем с вами делать петлю для самой верхней пуговки. Далее у нас лицевая петля, изнаночную мы снимаем и последняя кромочная. А в следующем ряду мы эти 3 петли восполним накидами. Так, давайте провяжем первые 3 петли. Лицевая как лицевая, изнаночная как изнаночная. И набросим те 3 петли, что мы закрыли только что. 1, 2, 3. Все, и продолжаем вязать. Затем мы эти 3 петельки тоже провяжем с вами по рисунку. Да? У нас получится с вами последняя, самая верхняя петелька связана будет. Затем перед закрытием петель, вот я провязала необходимую мне высоту воротничка. И теперь перед закрытием петель давайте последний лицевой ряд провяжем так же, как изнаночный. Такой подготовительный будет ряд для закрытия. То есть лицевой тоже провязываем, а изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, так, а изнаночную снимаем. Вот, и затем будем закрывать петли. Ну и в заключение мы с вами ниточкой и иголочкой зашиваем край воротничка точно так же, как делали это с вами на манжетах. Видите, они одинаковые. Да? То же самое, такое же закрытие петель у вас будет и по подолу. Да? Я вам обещала показать на воротничке. Вот принцип тот же самый. То есть главное провязать 2 последних рядочка, получается полой резинкой, так, и закрыть иголкой с ниткой, как я вам показывала, эти петельки. Все, у нас все готово с вами. Давайте взвешивать. Файл со взвешиванием, к сожалению, у меня где-то потерялся во время монтажа, но вы можете поверить мне на слово, вам потребуется 400 грамм пряжи. Вот эта вот бобинка, которую вы видели в начале моего видео, она ушла вся. Остался буквально моточек, вот такой вот малюсенький, там образец связанный и буквально граммулечка ниток. Поэтому рассчитывайте на 400 грамм пряжи в этом размере, да?
том, что мы с вами вязали. Я очень рада, если вы со мной были до конца и досмотрели это видео до конца. Надеюсь, у вас получилось или получится связать подобное изделие. Хвастайтесь мне своими работами, присылайте мне их в Инстаграм, показывайте, что у вас получилось. Но я прощаюсь с вами. Впереди много новых работ, много новых видео, поэтому подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропустить их. Ну а я желаю вам терпения и ровных петелек.